Этот маленький дьявол появился в моей коллекции в конце 2000-х. Авторы персонажей — Гамлианс, художественный дуэт, состоящий из Акибы Масахиро, выступающего под псевдонимом Гамтаро, и Хитоми Хироямы. Вокруг этого персонажа выстроен бытовой хоррор-скетч. Демон-парикмахер появляется у девочки за плечом, внезапно обездвиживает ее и успевает чик-чик срезать ей локоны. Поэтому героини и ее подружки всегда носят платок, чтобы спасти свою прическу. Такие девочки по имени Хэн Бен Чан тоже были выпущены как отдельные фигурочки. Как вы видите, персонаж построен очень минималистично. По сути, это два шарика, голова и кресло, поставленные друг на друга. Остальное — это так, в общем, мелкие детальки, подробности, и именно эта чистота образа меня в нем и зацепила. В начале десятых появилось много авторов, которые в противовес фабричному китайскому производству начали делать фигурки сами. Лепили скульптуры, снимали с них формы и производили свои работы в домашних студиях при помощи литьевой смолы, которая по-английски называется resin. Поэтому движение получило название resin art. Такие авторы стали появляться по всему миру. В Испании, Южной Америке, Европе, Японии. Мне было интересно наблюдать, как развивается это направление, тем более, что я сам был и остаюсь частью этого движения. Так я захотел собрать небольшую коллекцию работ авторов, работающих именно этим способом. И таким образом этот маленький чертик оказался в моей коллекции. Но помимо документального интереса, искусство дуэта Гамлианс всегда привлекало меня тем, что они прошли такую любопытную трансформацию на своем творческом пути. От округлых, милых, минималистичных персонажей типа этого к полностью абстрактным, загадочным и труднопостижимым кайджу. И сейчас я покажу вам небольшую линейку их работы, вы сами увидите эту эволюцию. Интересно наблюдать, как одно со временем превращается в другое, потому что ребята очень подробно документируют свой творческий путь, и всегда приятно видеть, как одни персонажи вдохновляют других, как отдельные творческие приемы переезжают от одного к другому. Этот дьявол-парикмахер оказался на симпатичной, но тупиковой ветке. Минималистичных персонажей, по его примеру, ребята больше не делают, и отдельные его части в других персонажах, кажется, не узнаются, и эта линия развития просто завершилась. Однако это одна из первых работ, то есть точка старта, из которой и вырос их теперешний стиль. Абстрактные кайджу совершенно необычных форм, даже по японским меркам. В 2014 году я взял у этого дуэта небольшое интервью. Мы поговорили об их творческом пути, о том, как рождаются персонажи, о планах, вдохновении, а ссылку на это интервью можете посмотреть в описании. Это был 8-й выпуск программы «Урожай». Меня зовут Сергей Сафонов. Мы увидимся с вами в следующих выпусках, где я расскажу о других экземплярах своей коллекции, о людях и компаниях, которые их создали.